Итак, я думаю, мы уже практически вплотную подобрались к нашей первой анимации. Ну, я не имею в виду ударом ноги по полу, а полноценная анимация всего тела. И для этого я начал с простейшего рига, как мы это делали в самом начале обучения, но с небольшими оговорочками. То есть сейчас я покажу, как делать простейший, но правильный риг для А-позы. То есть когда руки у нас под углом, а не горизонтально полу. То есть на что нужно обратить внимание. Смотрите, я уже создал несколько серклов. Давайте при вас я их уже закончу. Например, это шейный и головы сделаем поменьше. Зафризим их все. Modify Freeze Transformation. Добавим их все в иерархию. Начнем мы с головы и поочередно будем добавлять каждый. Окей, то есть они все зафризены и в иерархии. Теперь точно так же давайте создадим серклы на другие части тела. Это на кисти рук и на стопы. Давайте это на кисти рук. Значит, для удобства можно скрыть полигональную составляющую и, зажав клавишу V, то есть привязка, мы можем очень быстро раскидать все по суставам. То есть я просто нажимаю Ctrl-D и дублирую. Ctrl-D, дублирую. Не забываем также сделать то же самое и на пальцы ног. Значит, вы можете видеть, что сейчас я их как попало здесь разместил, но чуть позже мы это исправим. Давайте вернем полигональную составляющую и тоже подобавляем на пальцы. У нас, конечно, пальцы так себе, но вы должны понимать, как это правильно делать. Напоминаю, пока что мы просто создаем кривые. То есть пока что мы с ними ничего не делаем. Вот, остался последний. Здесь на руках. И, наверное, еще давайте один создадим на таз. Я покажу в дальнейшем, зачем это надо. Его можно вот так вот растянуть. Он должен немножко отличаться от того, что уже существует. Давайте как-то разнообразим его с помощью curve поинтов. Например, вот так. Все, теперь все это, что мы создали, нужно тоже будет зафризить. И удалить историю. Это уже должно у вас в привычку войти. Значит, давайте там, где пальцы, мы тоже немножко уберем размер его. Кисть тоже. Пальцы, конечно же, надо меньше. Так, ну, если здесь пальцы точно надо меньше, то вот на ладошку можно растянуть. Растянуть вот так и сдвинуть. Чтобы сдвинуть, нужно перейти в режим Control Vertex, выставить фильтр только кривые и именно сдвинуть сами curve поинты, то есть Control Vertex. То есть зачем мы это делаем? Когда мы таким образом сдвигаем, у нас пивот остается в том же месте, где мы раньше его и создали. Давайте то же самое сделаем и здесь. Здесь мы просто уменьшим. А здесь уменьшим. Давайте вначале уменьшим. Теперь растянем. Еще чуть уменьшим. Чуть растянем. И теперь давайте тоже его точно так же сдвинем. Так как у меня сейчас стоит фильтр только кривые, соответственно, я могу вот так вот выделить и выделиться только кривые. Вот. Значит, теперь так меня устроит. Фильтр убираем. И опять для всех этих кривых, которые мы создали, опять делаем Freeze Transformation и удаляем историю.
Окей, то есть, значит, что для всего этого дела осталось? У нас остались только ключицы не задействованы. Ключица делается так. Ну, каким образом именно я это делаю. Создаем circle. И с одной стороны я делаю заужение. То есть с помощью 3 control вертексов мы можем здесь сделать заужение. А здесь сделать вот такой как бы лепесток. И сместить пивот в острую, там где самая острая часть. И получается вот такой лепесток. Вот такой. Все, теперь мы можем его запихнуть в ключицу. Сейчас увидите, зачем это делается. Ну, то есть вот он. Можно его вот так вот немножко. Вот примерно так он будет у нас выглядеть. Его можно поворачивать как хочешь. Фризим. Теперь делаем Ctrl-D, дублируем, чтобы отзеркалить его на противоположную сторону. Но как мы можем видеть, мы сдублировали, но он не отзеркалился. В Maya существуют разные способы, как можно отзеркалить. Но самое удобное это, наверное, с помощью отрицательного скейла. То есть мы как бы выворачиваем объект наизнанку. Предупрежду, что с полигональными объектами так лучше не делать, потому что у вас выворачиваются нормали. Но с кривыми это допустимо и нормально. Для того, чтобы отзеркалить какой-то из осей, в данном случае по оси x, нам нужно просто сделать scale x -1. Вот оно отзеркалилось. Теперь мы ставим его куда нужно. И чтобы вот здесь -1 scale не висел, мы можем просто зафризить и удалить историю. Вот. То есть получается вот такой вот у нас набор контролов. Значит, еще вам покажу интересную особенность. Вы потом дальше можете сами поиграться. На самом деле у контролов, у кривых можно менять цвет, чтобы они не путались. Ну, можно руку делать одну красную, другую синюю, там здесь белую, желтую. Делается это в shape-ноде кривых. То есть shape-нода это та нода, которая отвечает за визуализацию нашего объекта, в данном случае кривая. В разделе Object Display, Drawing Overrides. И здесь есть Enable Overrides. И вот тут можем выставить любой цвет вот из предоставленных, например, белый. Все, теперь у нас таз белого цвета. Например, вот это вот мы сделаем, давайте сделаем желтую. Вот, желтая. Дальше здесь, например, мы сделаем красное. Только поярче красное возьмем. Вот этот. А здесь сделаем синий. Вы дальше можете сами поиграться, как вам хочется. Я для наглядности сделаю только так, чтобы не путаться. То есть, повторюсь, это ни на что не влияет. Это чисто лишь цвет. Можно еще ключицы сделать, чтобы они не путались. Тоже здесь красные. Ну, ключицы, лопатки, кому как удобнее. Здесь синий. Так, где у нас? Вот он, насыщенный синий. Вот. Окей. Давайте приступим дальше. Значит, мы добавили ключицы, правильно? Но они сейчас у нас не в иерархии, как и многое другое. Пальцы не в иерархии. Нужно все подобавлять в иерархию. У нас, естественно, лопатки, ключицы находятся в спине по анатомии. Поэтому, конечно же, мы добавляем обе эти лопатки в контроллер спины. То есть контроллер, который отвечает за верхнюю часть торса. Точно так же мы делаем с пальцами. То есть, например, вот у нас есть первый, есть второй. Конечно же, мы второй кидаем в первый. Но с одной оговорочкой. Давайте отмотаем все назад. Смотрите, как мы можем заметить, это очень важно. Это то, для чего я сейчас хочу показать вам еще раз риг человека. Смотрите, у нас руки в апозе, но кривые, которые мы создали, они, видите, немножко как бы не подходят. Они не горизонтальные, то есть они не вот... Вернее, они горизонтальные, они немножко не повторяют форму руки, да, как бы этого хотелось. Почему это так я сделал?
Заметьте, вот я сейчас выставил как должно быть, то есть как красиво. Но видите, у нас сразу же произошли какие-то изменения по ротейтам. Соответственно, даже если мы сейчас сделаем фриз, у нас хоть и рука, то есть контроллер руки и выглядит красиво, но мы не сможем нормально вращать, как это у человеческого тела, то есть по нужным осям. Вот. А, например, если мы не будем фризить, то вот видите, уже можно как бы вращать. То есть вот есть оси, и вращение будет происходить именно как это реально у живого человека. То есть вот эта дилемма, я сейчас покажу, как с ней работать. Давайте отмотаем назад, сделаем как было. И давайте теперь вот этот наш контроллер добавим в группу. То есть сделаем create, вернее edit group. Я просто делаю это на хоткеях, поэтому сходу не всегда найдешь. Ctrl-G тоже сделает то же самое. Вот, значит, мы этот контроллер руки добавили в группу. Но пивот сейчас у него в нулях. Если вот я нажму W, вот пивот здесь. Давайте его переместим туда же, где находится сам контроллер. И вот теперь можно с помощью группы делать вращение. То есть мы делаем так, и смотрим, чтобы все оси были приблизительно как вам нравится. То есть это то, как будет сгибаться наша рука. Я предполагаю, что вот так нормально. Вот. Зачем мы добавили эту группу? То есть смотрите, теперь наши ротейты, они будут находиться в группе. То есть группа это же по сути невидимый объект, правильно? У нее нет шейп-ноды, видите? Поэтому он невидимый. Но дочерний контроллер, он остался у нас обнуленный. То есть вот здесь везде ротейты по нулям. Соответственно, мы можем работать с этим ротейтом. И локальные оси, видите, у него остаются, то есть вот мы сейчас же в объекте, локальные оси у него остаются как положено при нулях. Поэтому используется группа. Значит, давайте то же самое сделаем для остальных наших нескольких контроллеров. Например, для вот этого. Нажмем Ctrl-G. Мы добавили его в группу. Добавим сюда, перенесем сюда пивот. Вот. И теперь тоже повращаем так, как будет покрасивее. И так, куда бы вы хотели, чтобы поворачивались наши пальцы. Я предполагаю, приблизительно вот так. Да, тут у нас, конечно же, все очень схематически. Это больше для того, чтобы вам показать. То есть, по идее, по-хорошему, здесь нужно делать 4, не одну вот такую кость, а 4. И работать каждыми пальцами. Но это вы сделаете уже сами позже, когда научитесь более-менее строить вот такой простой риг. Сейчас пока что у нас будет один на все. Все, мы покрутили группой. Да, на группе у нас ротейты есть, а вот здесь уже нет. И теперь нам нужно добавить все это дело в иерархию друг в друга. То есть оно же должно правильно, вот мы должны вращать вот этот контроллер, но за ним должен же двигаться и вот этот контроллер. Поэтому давайте вот эту группу добавим в иерархию этого контроллера. И посмотрим, что получится. Теперь у нас, получается, идет группа, потом контроллер, потом идет группа, контроллер. Заметьте, что у каждого контроллера ротейты обнулены. И теперь получается, если мы будем вращать, то будет и вращаться и дочерние. То есть, по сути, это у нас, ну, можно сказать, такая промежуточная группа для офсета. То есть она просто добавляет какие-то смещения, вращения. И это всего лишь для того, чтобы на контроллерах мы получили везде нули. То есть это очень важно. В будущем я тоже объясню почему. То есть это приблизительно то же самое, что и с костями. Хорошо, давайте то же самое сделаем здесь. Ctrl-G. Кстати, вот в таких
местах, когда у нас чисто circle без всяких изменений, то есть как будто вот мы ничего, вот как здесь мы ничего с ним не делали, то есть здесь мы, да, здесь мы его немножко видоизменили. Но если у вас, допустим, circle вот такой, который не видоизменен, то можно сразу же, создав группу, не зажимать вот тут вот D, там, да, переносить этот pivot. Можно сделать это быстрее. Можно просто сделать modify, center pivot. И он прыгнет прямо в центр circle. Все, и теперь мы можем вращать, ну, так, как нам хочется. Вот. Опять здесь все обновлено. Теперь точно так же здесь. Ctrl-G, Modify, Center Pivot. И здесь тоже вращаем саму группу. Ну, да, тут, конечно, палец так получилось, что мы ничего, ну, кость у нас слишком далеко, она ничего здесь не будет вращать, максимум ноготь. Но сейчас не в этом вопрос. Вопрос совсем в другом. Все, и теперь с помощью клавиши P добавляем все это дело в иерархию. Конечно же, в иерархию вот этого контроллера тоже. То есть, конечно же, выделяем группу, нажимаем P. Все, получается так, что кистевой контроллер у нас самый главный, а остальные за ним летают. Вот. Точно так же делается у этой руки. Здесь я уже не буду так сильно рассказывать, давайте просто я быстро это сделаю. А вы просто как смотрите для запоминания. Можно нажать сразу Center Pivot, но он, конечно же, прыгнет не в Joint, а потом его уже довести вот сюда вручную. Итак, значит, две руки готовы. Осталась шея и стопы. С шеей то же самое. Только немножко есть оговорочка. Здесь мы уже добавили в иерархию голову, да? Вот. Давайте пока что уберем с иерархии, чтобы все сделать правильно. Значит, группируем. Шею можно не убирать с иерархии, потому что она сейчас в данном случае последняя. Ни на что не повлияет. Делаем центр пивот. Пивот, pivot, кому как удобнее. То есть пивот это вообще точка опоры. И то же самое сделаем у головы. Вот. Так, так. Угу. Добавляем теперь ее сюда. И теперь можем видеть, что если мы будем вращать, то это будет вращаться как бы по нормальным осям, а не как попало, горизонтально или еще как-то.
Для ключицы это можно не делать. Ключица, она вращается во все стороны. Здесь не имеет значения. Давайте еще сделаем для стоп. Значит, для вот этого контроллера стопы я редко когда такое делаю. А вот для этого, особенно в данном случае, можно. Кстати, сейчас я посмотрел сверху и все же считаю нужным и для этого сделать. Есть, как я уже говорил, есть небольшая ошибка моделлера в этой модели. Ноги стоят немножко под углом. То есть лучше, конечно, в идеале, чтобы они стояли параллельно вот какой-то из осей. А теперь нам придется это дело править таким же способом. Ну, вы можете думать, что ничего не меняется, но на самом деле меняется. Просто у нас circle круглый, поэтому не видно. Раз. Это тоже. Ну, вот так. И теперь его добавляем сюда в иерархию. Кстати, самый последний можно править даже находясь в иерархии, потому что он ни на что дальше не влияет. Можно подправлять, как нам удобно. Так, например. Ну, а контролы, конечно, сами обнулены. И то же самое давайте проделаем с левой ногой. Ctrl-G, создаем группу, делаем центр пивот. И выставляем. Вот, и теперь добавляем в иерархию. Все. Значит, что мы делаем дальше? Почему мы не добавили на колени и на локти? Как вы помните, из начала нашего курса существует IK-handle, поэтому этими вещами будет управлять IK-handle. Еще одну вещь маленькую, которую мы забыли добавить в иерархию, это вот контроллер таза. Что он вообще будет у нас делать? То есть он будет у нас вращать пятой точкой. Он так будет делать влево-вправо. Давайте пока его кинем в иерархию таза. Чуть позже им займемся. Давайте для начала создадим IK. Перейдем, значит, в режим риггинга. Create IK handle. Раз, два. Теперь нажимаем J. Раз, два. И то же самое сделаем на руки. Раз, два. Раз, два. Значит, на руки IK-handle не всегда обязательно делать. Это зависит от того, какую анимацию вы будете в дальнейшем делать. Ну, в нашем случае легче будет работать с IK-handle. Все, а теперь давайте все это дело констрейнить. Откроем меню Constraint, чтобы было чуть-чуть удобнее. И начнем с таза. На таз мы сразу кидаем Parent. Вот. Дальше здесь кидаем Orient, потому что у нас только вращается здесь все дело это. На ключице мы тоже кидаем Orient. Аналогично на шею, на голову. И давайте дальше приступим к руке. С рукой здесь немножко по-другому. Здесь это работает как с ногой. То есть на саму кость мы кидаем Orient. Но вот на IK-handle, которая вот у нас здесь уже создана, мы кидаем Point. Ну а дальше, конечно же, обычная работа с иерархией. То есть здесь у нас будет Orient, здесь будет Orient. Почему Orient? Потому что пальцы нам не надо растягивать, перемещать кости. Пальцы нужно будет только вращать, поэтому и Orient. Конечно же, можно сюда кинуть и Parent. Ну,
мы не будем все равно анимировать растяжение пальцев. Поэтому, думаю, это ни к чему. Давайте с левой рукой. Orient. Point. Здесь Orient. G нажмем. То есть это повторение предыдущей операции. G. И здесь тоже G. Значит, практически готово. Осталась нога. Раз. Orient. Здесь Orient. Orient. Это у нас, заметьте, как handle, поэтому point. Ну, как и здесь тоже. И здесь Orient. Значит, мы сделали практически все. То есть теперь у нас все работает. И как хендлы работают. Видите? У нас небольшая ошибка здесь. Ошибка в чем? Видите, здесь рука вся улетает, а здесь пальцы остаются на месте. Сейчас посмотрим, почему. Угу. Значит, в чем ошибка? Давайте вернемся назад, я покажу. Когда я спешил с назначением констрейнов и клацал через клавишу J, то кое-где поставились orient constraints, то есть все правильно. А здесь произошла ошибка. То есть здесь вот у нас стоят orient constraints, а вот здесь стоит point constraint. Давайте в аутлайнере посмотрим. То есть вот join point constraint. Соответственно, конечно же, когда мы что-то перемещаем, здесь костяшки стоят на месте, потому что они заблокированы констрейном. Соответственно, ротейты, конечно же, не работают. Ну, вернее, они работают, ну, как перемещение. То есть я вот вращаю эту кость, ну, этот контроллер, ничего не происходит, но так как у нас перемещается дочерний, он за собой тянет дочернюю кость вот эту. Поэтому нам нужно это поправить. Нужно вот с этих трех костей, вот они у нас, удалить не те констрейны. То есть вот они. Раз, два, три. И теперь заново назначить ориенты. Вот. Теперь должно быть все правильно. Значит, еще посмотрим на все остальное. Вращается голова. Работают ноги. Да, они немножко прокручиваются, когда мы поднимаем. Но это сейчас дело мы будем решать. Это происходит из-за того, что мы не идеально, не совсем идеально выставили вот эти вот штуки. Да и их тяжело выставить идеально. Почему? Потому что я уже говорил, что ноги под углом.
это для рига плохо. Давайте подвигаем таз. Ну, вроде все работает. Есть несколько моментов, которые мы не доделали. А именно это наше вот вращение тазом. То есть вот именно вот этот. Видите, ничего не происходит. Здесь была идея сделать так, чтобы он мог пятой точкой вращать. Давайте это реализуем. То есть у нас при вращении что должно происходить? Должны вот эти тазовые кости как-то реагировать. Соответственно, мы на них можем кинуть point constraint. Давайте посмотрим, что получится. Point. И отсюда к этой ноге тоже point. Угу. Значит, не point, а parent. Да, parent. 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 Вот, получается такая себе вещь. Таких способов рига несколько существует. Я вам показываю самый простой. Давайте такой пусть останется. Да, у нас тут есть некоторые проблемы со скином, я уже об этом говорил. Ну, сейчас это не важно. Также у нас работают пальцы. Ну, криво, конечно же, но работают. Руки. Мы тут смещали контроллер, когда проверяли и искали, в чем проблема. Понимаете, когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, это даже хорошо. То есть вы можете видеть сразу же, каким образом я нахожу решение. Проверяю все контроллеры, чтобы находить ошибки. Значит, ключица работает. Вторая работает. Ну, в принципе, все работает. И нам осталось добавить контроллеры на колени, а именно пол-вектора для эко-хендлов. Ну и, конечно же, на локте тоже. Давайте это сделаем. Значит, как я это делаю? Создаем, это самый простой вариант, создаем circle. И немножко его видоизменяем, как вам вздумается. Например, делаем какую-то звездочку или квадратик. Так, чтобы она отличалась от всего другого, чтобы вы ее не путали. Можете покрутить, как вам вздумается. И добавляю ее в коленный сустав, фрижу. Но немножко с помощью Control Vertex, ну, надо фильтр только по кривым выставить. С помощью Control Vertex я ее выношу вперед. Ну, чтобы ее видно было лучше. Вот как-нибудь, вот, например, вот так. И сейчас отмотаю, чуть-чуть уменьшу ее. Вот так. Соответственно, на соседнюю колену тоже. И все, их можно теперь зафризить. Вы можете также им цвет поменять. Давайте еще и на локте их скопируем. Ну, я сдвинул, да? Пиво тоже смещу вручную. Давайте, наверное, те у нас будут как бы горизонтальные, а локтевые у нас будут вот так вот вертикально. Чтобы отличались, чтобы мы не путали локтевые и коленные. То есть примерно вот так. То есть у нас сам контроллер, он чуть-чуть сбоку, но его пивот находится в нужном месте. Все, дублируем, перемещаем в соседний локоть и фризим. То есть видите, я постоянно фрижу. Вы должны постоянно проверять свои контроллеры, чтобы они были зафрижены. Все, теперь давайте назначать полвектора. Значит, для этого контроллера... Так, у нас фильтр стоит. Создадим здесь полвектор.
Для этого контроллера здесь полвектор. Ну и, соответственно, для этого контроллера на этот handle. И для этого на этот. Так, создал или нет? Мне показалось, не создал. Нет, не создал. А этот? А, здесь создал? Да, промазал, похоже, что. Так, так как я тут наклацал, я сейчас проверю, не создалось ли несколько. Нет, полвектор. Один. Ну и там point constraint. Все. То есть вот теперь у нас, соответственно, локти и колени могут быть управляемы. Я всегда перед тем, как начинать анимировать, я их вот так вот куда-нибудь вперед выдвигаю. Ну, выставляю, чтобы колено красиво выглядело. И только тогда уже начинаю более-менее выставлять нужную мне позу. Как вы можете видеть, у нас есть некие проблемы скручивания колена. То есть, видите, немножко вот уходит в бок. Как я уже говорил, это проблема из-за того, что изначально меш мы получили с кривыми ногами. Ну, то есть ноги у нас стоят под углом. Соответственно, мы кости тоже располагаем под углом. И при этом у нас образуются вот такие вот ориенты джойнтов, благодаря которым у нас идет неправильное скручивание колен. Это можно решить на этой стадии рига. В принципе, ничего здесь проблемного нет. Но, как я уже сказал, желательно, чтобы моделлер выдавал модель с как можно более перпендикулярными ногами относительно пола. Тогда этот эффект будет снижаться. Давайте попробуем решить эту проблему. То есть сейчас она скручивается. Давайте попробуем у колена немножко провернуть локальные оси. Это именно надо у колена делать. Посмотрим, что изменилось. Видите, немножко произошли изменения. Давайте еще. Слегка. Вот, это более-менее. Давайте еще чуть-чуть. Если сейчас будет лучше, тогда оставим. Если будет хуже, тогда вернем как было. Много. Где-то вот так. Я думаю, давайте оставим так. То есть, возможно, и лучше найти, добиться, скажем, более лучшего результата. Но сейчас, я думаю, главное, чтобы вы поняли, что нежелательно получать персонаж с кривыми ногами, криво стоящими. И как можно решить эту проблему. Давайте также с левой ногой. Только здесь мы уже будем выворачивать в другую сторону оси. Здесь прям сильно смещение идет. Поэтому я чуть больше дал. Вот. Наверное, можно еще чуть-чуть. Так, наверное, чуть-чуть вернем назад, потому что уже начинает выкручиваться в другую сторону. Вот так. Так. Но все же у этой ноги мне больше нравится. Как можем видеть, здесь более природно выглядит, чем здесь. Поэтому, я думаю, можем все же еще докрутить. Посмотреть, что будет, если мы сильнее докрутим. Вот так. Вот. Теперь точно. Как у правой, даже лучше. Вот. На такой стадии мы это дело оставляем. Ну, конечно же, только вернем сейчас все в нули. Проверим, чтобы все было в нулях. Вроде как все работает.
Вот, и теперь данный персонаж, сейчас сохраню, данный персонаж готов к анимированию. То есть в следующем нашем ролике мы будем его анимировать. А ваше домашнее задание будет все это дело повторить, сделать на вашей модельке персонажа риг, учесть все ошибки коленей, возможно, локтей, которые у вас появятся, и попытаться эти ошибки устранить. Все, удачи!